Здравствуйте! Наша программа адресована участникам конкурсов Фонда «Планета талантов», исполнителям народных песен всех возрастов и их преподавателям. То есть участники и преподаватели сегодня напрямую могут выяснить суть тех замечаний, каких-то претензий, которые обычно мы, как члены жюри, высказываем на круглом столе, который проходит после прослушивания. Вот, наверное, каждый из вас слышал, что первое, что звучит при обсуждении, это неточная интонация, нечистое пение. Вот хотелось бы все-таки еще разок поговорить на эту тему. Причина фальши, так обычно в музыкальных школах говорят, фальшиво. А что фальшиво, почему фальшиво? Здесь надо еще разбираться и очень-очень внимательно. Вот причина фальши не одна, ее достаточно много. Есть причины физиологические, когда физические способности человека не соответствуют тому уровню, которым необходим исполнителю. Например, не очень четко работает связь между головным мозгом и органами звукообразования. Не сложена хорошая координация. В процессе жизни этот человек, наверное, мало разговаривал, мало читал вслух стихов, не говоря о том, что редко пел. Может быть, когда-то в раннем детстве, если он начинал петь и подавал голос, ему говорили: «Нет, не пой, ты не так поешь». И в этом случае у человека образовывался некий комплекс, как бы зажим, какой-то блок вот на этой сфере его физической деятельности. И у него глубоко в сознании укрепилось понимание того, что нет, ему не надо петь, потому что поет он как-то не так. Кому-то вроде бы это и не нравится. Никогда никому не надо закрывать рот, и как бы человек ни пел, какая бы координация у него ни была между мозгом и органами звукообразования, надо, чтобы человек пел всегда, как бы он ни пел. И тогда вот этот блок, он потихоньку будет уходить, и образуется связь между мозгом и голосом, и все оказывается не так уж и сложно, и он даже сможет петь и чисто, и красиво. Но это сложная сфера деятельности на стыке между психологией, медициной и педагогической вокальной школой. Другая причина в глобальном таком понимании фальши – это постановка голоса, это какие-то дефекты в постановке голоса, которые не позволяют человеку петь интонационно чисто. И, как правило, это не связано со слухом в общепринятом понимании. Вот часто говорят, есть у человека музыкальный слух, он слышит потом, он слышит тогда, когда уже споет, вот тогда и слышит. А еще он слышит внутри себя до того, как начинает петь. Он конструирует эту мелодию у себя в мозгу, он в голове это как бы пропевает, и тогда нейроны летят к голосообразующим органам и дают им сигнал на определенную частоту колебаний связок. И связки, отвечающие за частотную настройку звука и голоса, дают именно ту нотку, которая должна быть. Понимаете, вот так просто и так четко работает наше тело. Все, что называется
называется физика человеческого тела, строение человека и функции каждого нашего органа. А потом, когда мелодия исполнена чисто, он это слышит уже ушами, а многие певцы даже чувствуют органами голосообразования, та ли нотка, та ли позиция раньше, чем услышит это своим собственным слухом. То есть здесь вот взаимосвязь достаточно, в общем, простая, но в ней надо как бы все-таки разбираться. Надо понимать, что вы на рояле или на каком-то инструменте, или голосом показываете ученику начальный звук, который он должен звать, который он должен повторить. И справедливо требуете от него, чтобы он этот звук повторил. Но вы должны понимать, что чтобы повторить, он уже должен иметь вот этот навык, понимаете, услышав от вас, проанализировать это собственной головой и тогда только исполнить. Это очень сложная такая функция, но она тоже входит в постановку голоса.